Когда мы говорим о советской аудио и видеотехнике, мы, как правило, вспоминаем магнитофоны, проигрыватели и телевизоры, незаслуженно обделяя вниманием целую категорию комбинированных устройств, производимых как в далекие 40-е, так и в более близкие и родные для нас 80-90-е годы прошлого столетия. И именно подборке наиболее интересных с точки зрения нашего канала аппаратам в данной категории и посвящен сегодняшний выпуск. Так что с вас, как всегда, лайк за проделанную работу и хорошее настроение, ну а с нас теплые воспоминания. Комбинированная установка Кристалл 103 выпускалась с осени 1958 года Московским телевизионным заводом. Данная установка совмещала в себе телевизор Rubin 102, радиоприемник Lux и магнитофон с универсальным ЭПУ Яуза. Всего было выпущено около 120 установок, 82 из которых уже именовались как Кристалл 104. А особый интерес к данной установке обуславливает тот факт, что именно она принимала участие в съемках знаменитого фильма «Кавказская пленница». Радиола «Рассвет». Этот достаточно уникальный аппарат, помимо того, что объединял в себе всеволновой радиоприемник и электропроигрывающее устройство, также имел на лицевой стороне своего футляра вмонтированные часы с механизмом, автоматически включающим аппарат в заданное время. На прямоугольном циферблате часов, имеющих, между прочим, двухнедельный завод, располагалось еще два небольших круглых циферблата. На одном из них, на левом, устанавливалось время включения аппарата, а на правом – время его выключения. Телерадиола Беларусь-110 выпускалась с 1963 года и завершала собой целую линейку аналогичных устройств, выпускаемым Минским радиозаводом. Беларусь-110 представляла собой комбинированную установку, имеющую телевизор на кинескопе 43 ЛК9Б, всеволновой приемник и универсальный проигрыватель. Телевизор обеспечивал прием передач на любом из 12 каналов. Радиоприемник имел 4 диапазона – длинные, средние, короткие и ультракороткие волны. В телерадиолу было установлено 3 громкоговорителя – фронтальный 4GD1 и 2 боковых 1GD9. Номинальная мощность составляла 1,5 Вт, полоса воспроизводимых частот от 100 до 7000 Гц. Магнитофон-граммофон Яуза выпускался с 1956 года Московским электромеханическим заводом номер 1. Аппарат состоял из проигрывателя пластинок и катушечного магнитофона, лентопротяжный механизм которого имел две скорости – 19,5 см в секунду и нестандартную 8,13 см в секунду для записи речи. На выходе устройства было включено 2 громкоговорителя 1GD9. Полоса воспроизводимых частот составляла от 70 до 7000 Гц. Магниторадиола Романтика выпускалась с 1966 года Харьковским ПСЗ имени Шевченко. Представляла из себя 12-ламповый комбайн, включающий радиоприемник первого класса, электропроигрывающее устройство и магнитофон-приставку. Рабочий диапазон звуковых частот составлял от 63 до 10 тысяч Гц, номинальная выходная мощность 2 Вт. Комбинированное устройство Одиссей 302 стерео. Выпускалось с 1978 года Киевским заводом радиоприбор. Устройство состояло из совмещенных в одном корпусе лентопротяжного механизма 3-го класса и усилителя звуковой частоты высшего класса марки Одиссей 001 стерео. Максимальная выходная мощность на каждый канал составляла 30 Вт, диапазон рабочих частот от 63 до 10 тысяч Гц. Телемагнитофон Весна ТБМ-С был разработан Запорожским акционерным обществом «Весна» и выпущен опытной ограниченной серией. Данный магнитофон представлял собой симбиоз магнитофона Весна 212S7 и иностранного портативного черно-белого телевизора, объединенных в одном корпусе. Телемагнитола Амфитон 301 выпускалась с начала 1984 года Минским заводом вычислительной техники и объединяла в себе всеволновой радиоприемник, черно-белый телевизор и кассетный магнитофон. Диапазон воспроизводимых звуковых частот радиоприемника составлял от 315 до 6500 Гц, диапазон звуковых частот магнитофонной панели от 63 до 10 тысяч Гц, номинальная выходная мощность 1 Вт при искажениях 5%. Учитывая тот факт, что данное устройство было переносным, питание оно могло получать как от стационарной сети, так и от комплекта батарей.
Магнитоэлектрофон Vega 119 стерео. Выпускался с 1986 года и по сути завершал собой линейку аналогичных устройств, выпускаемым Бердским производственным объединением Vega. Магнитоэлектрофон состоял из электропроигрывающего устройства, кассетной магнитофонной панели и усилителя, объединенных в одном блоке, а также двух акустических систем 25АС-109. Устройство имело систему шумопонижения, поиска фонограмм по паузам, фильтры высоких и низких частот, отключаемую тонокомпенсацию, временный стоп лентопротяжного механизма, электронный счетчик расхода ленты, электронный индикатор для уровня записи и воспроизведения. Номинальная мощность усилителей составляла 2 канала по 10 Вт, диапазон воспроизводимых звуковых частот при работе электропроигрывающего устройства от 31,5 до 18 тысяч Гц, при работе магнитофона от 40 до 14 тысяч Гц. Музыкальный центр Vega 333 стерео. Выпускался Бердским радиозаводом с 1987 года. В состав музыкального центра входили всеволновой радиоприемник, двухскоростное электропроигрывающее устройство, кассетный магнитофон и усилитель с выходной мощностью 10 Вт на каждый канал, а также две акустические системы 6АС-302. Достаточно интересной отличительной чертой музыкального центра являлся входящий в его состав кассетный магнитофон, который можно было отстегнуть и использовать абсолютно самостоятельно. Стационарный тюнер-усилитель Corvette 004 стерео. Выпускался с 1982 года Таганрогским заводом «Прибой» и представлял из себя практически полноценный ресивер в современном его понимании, который помимо встроенного тюнера имел также шестиполосный регулятор тембра. Максимальная мощность усилителя составляла 50 Вт на канал при нагрузке в 4 Ома, диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Музыкальный центр Мелодия 106 стерео. Выпускался Рижским радиозаводом имени Попова с 1978 года и представлял из себя стереокомплекс первого класса, объединяющий приемник, магнитофонную панель и электропроигрыватель. Номинальная мощность музыкального центра составляла 10 Вт на канал, максимальная 25. Максимальный диапазон воспроизводимых частот от 63 до 15 тысяч Гц. Как правило, данный музыкальный центр комплектовался акустическими системами типа 10МАС-3. Телемагнитола Электроника 8TMB02D. Выпускалась Полтавским производственным объединением с 1983 года и объединяла в себе кассетный магнитофон, телевизор, работающий в диапазонах метровых и дециметровых волн, а также радиоприемник, работающий в диапазонах средних и ультракоротких волн. В данной модели был установлен громкоговоритель 1GDS54, а максимальный диапазон воспроизводимых частот составлял от 63 до 12,5 тысяч Гц при номинальной выходной мощности в полватта. С 1983 года данную телемагнитолу выпускал также Светловодский радиозавод в Украине под наименованием Олимпия. Романтика 115 стерео. Устройство выпускалось с 1981 года Харьковским ПСЗ имени Шевченко. Состояло устройство из двухскоростного катушечного стереофонического магнитофона второго класса, двухскоростного электропроигрывающего устройства второго класса, усилителя низкой частоты первого класса и двух широкополосных акустических систем 10АС-407. Номинальная мощность составляла 6 Вт на каждый канал, максимальная 10. Рабочий диапазон звуковых частот от 40 до 18 тысяч Гц. Магниторадиола Радиотехника МР5201. Выпускалась с 1987 года Рижским радиозаводом имени Попова и состояла из тюнера, кассетной магнитофон приставки, усилителя звуковой частоты и электропроигрывающего устройства типа 1EPU-70S, а также двух выносных акустических систем типа S30. Номинальная выходная мощность 2 канала по 10 Вт. Максимальный диапазон воспроизводимых частот от 40 до 16 тысяч Гц. Магнитоэлектрофон Романтика 222 стерео.
Выпускался с 1988 года Харьковским заводом имени Шевченко. Данное устройство состояло из лентопротяжного механизма от магнитофона Маяк-231 с системой шумопонижения, автостопом, электронным индикатором, счетчиком метража ленты и синдастовой головкой, а также электропроигрывающего устройства 2 EPU-71SM с автостопом, микролифтом, стробоскопом и установленной головкой GZM-205D, а также отдельно разработанного усилителя мощности и акустических систем 10AS-207. Номинальная выходная мощность устройства составляла 2 канала по 4 Вт, максимальная 2 канала по 10 Вт. Максимальный диапазон звуковых частот от 31,5 до 18 тысяч Гц. Oda 201S. Данная стационарная двухкассетная стереофоническая магниторадиола выпускалась с 1988 года Мурманским заводом РИМ и объединяла в себе электропроигрывающее устройство, многодиапазонный радиоприемник, а также двухкассетную деку и встроенный усилитель звуковой частоты. Максимальная мощность усилителя составляла 25 Вт на каждый канал, номинальная 10. Максимальный диапазон воспроизводимых частот от 31,5 до 15 тысяч Гц. Магнитола со встроенным лазерным проигрывателем Amphiton RMLP-201S выпускалась с начала 1990 года Львовским производственным объединением имени Ленина. Магнитола состояла из приемника, стереофонической магнитофонной панели, лазерного электропроигрывателя, эквалайзера, усилителя мощности и двух двухполосных акустических систем. Магнитола выпускалась в пластиковом корпусе и предназначалась для использования как в качестве переносного цельного устройства, так и в качестве стационарного стереокомплекса с возможностью отсоединения акустических систем. Стереофонический комплекс Романтика 002 Стерео выпускался с 1980 года Харьковским ПСЗ имени Шевченко. В стереофоническом комплексе использовалось электропроигрывающее устройство высшего класса 0 EPU-85S с головкой GZM-003, а также магнитофон-приставка высшего класса на базе двухскоростного лентопротяжного механизма. Кроме того, в состав комплекса входил высококачественный усилитель с 5-полосной регулировкой тембра, а также трехполосные акустические системы 35AS-202. Комплекс был снабжен ультразвуковым пультом дистанционного управления, позволяющим регулировать громкость, переключать все входы, включать и выключать магнитофон в режиме рабочего хода и перемотки ленты на расстоянии до 8 метров. Номинальная выходная мощность комплекса составляла 25 Вт на каждый канал, максимальный диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Стереофонический комплекс Phoenix 005 Стерео выпускался с начала 1981 года Львовским производственным объединением имени 50-летия Октября. Комплекс состоял из электропроигрывателя, высококачественного тюнера, кассетного магнитофона приставки, предварительного усилителя, 10-полосного эквалайзера, усилителя мощности и двух акустических систем 35AS-212. От своих конкурентов Phoenix 005 выгодно отличался непосредственным приводом диска электропроигрывателя при помощи сверхтихоходного двухскоростного двигателя, цифровым отсчетом частоты в тюнере, минимальными искажениями в усилительном тракте, а также большой выходной мощностью усилителя мощности. Диапазон воспроизводимых частот составлял от 20 до 20 тысяч Гц, номинальная выходная мощность при сопротивлении 4 Ома, 2 канала по 100 Вт. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск в очередной раз навеял на вас теплые и приятные воспоминания и был для вас хоть немножко интересен. Если это действительно так, поблагодарите мой канал лайком и обязательно подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много всего интересного. Хороших вам дней!